Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club. На этом канале я рассказываю о русском языке. Русский язык флективный, то есть в нем есть флексии, а флексии это суффиксы, окончания, префиксы. И у каждой флексии есть свое значение и своя функция. В этих видео я как раз и рассказываю о флексиях, точнее даже о префиксах в русском языке. В этом видео я расскажу о префиксе «недо». Наверняка вы уже слышали слова «недосмотреть», «недоделать», «недоспать», «недослушать» и другие. Давайте вместе разберемся, что это за префикс «недо». Кстати, в русском языке префикс мы называем приставкой. Итак, «недо» – это неполнота, недостаточность действия. Отсутствие в нем нужной меры степени. В некотором плане это антоним к префиксу «пере», то есть совершение действия повторно, не так как ранее. О префиксе «пере» я уже раньше рассказывала. Недоделать, недоспать, недослышать, недопонять. Примеры. Вы не доделали работу, привели мало примеров. Я не досмотрела за ребенком, поэтому он упал со стула. Вы себя недооцениваете. Извините, я не дослышал и недопонял. Теперь важный момент. Обратите внимание на ситуации. Недоплатить. Заплатить, но не полностью. Вы не доплатили 10 рублей по счету. И не доплатить. Не заплатить дополнительно. В этом месяце мне на работе не доплатили за выходные. То есть основную зарплату я получила, но вот за выходной, то есть за сверхурочную работу, за дополнительное рабочее время я зарплату не получила. Таким образом, отсутствие дополнительной платы за переработку. Еще варианты. Недоедать – это голодать. В детстве мы не доедали по причине бедности. И не доедать. Можно потом доесть. Почему ты не доел суп? Мне нужно ответить на звонок, а после я обязательно доем. А еще префикс «недо» при добавлении к существительному образует существительное со значением неполноты, некачественности. Недобанк, недоделка. Вот основные значения префикса «недо» в русском языке. Как вы видите, у этого префикса не так много значений, но нужно очень хорошо понимать, что есть префикс «недо» и есть слово «не» с префиксом «до». Подписывайтесь на канал Russian Language Club, давайте общаться в социальных сетях и увидимся совсем скоро. Пока-пока. До скорой встречи!